Привет! Это испытание правды. Здесь я отвечаю на ваши вопросы и испытываю вас на прочность. Если градус правды будет зашкаливать, у меня всегда есть стоп-слово. Ради бога, флюги Гехаймен. Уверены? Да, прошу вас. Ваше право. Внести флюги Гехаймен. Итак, поехали. Веришь ли ты в приметы? Ну да. Я вот во все эти падающие звезды, поезд над мостом, циферки во времени, там 11, 11, 11, 22, 22. В это верю. Пустых бабок... Бабок с пустыми ведрами не встречаю, поэтому в это не верю. Вообще хотелось бы верить, конечно же, в хорошие, добрые приметы. Типа там в какашки наступить или получить сюрприз от голубя. Но мне кажется, это все-таки какие-то такие утешения. Но с адским наслаждением расчесываю себе левую руку. Обращался ли ты к психологам? После первого вопроса неплохо было бы задать к психиатрам. В более-менее сознательном возрасте я не обращался к психологам, но после окончания школы, точнее, уже прям на ниточке, я ходил на профориентацию. И там была очень милая девушка-психолог, проводила много-много разных тестов, и мне, в общем-то, во многом помогла. Главным посылом было: будь собой, не обращай внимания на людей. Да пребудет с тобой сила. Да, мой психолог, магистр Йода. Как часто ты ходишь в спортзал? Никогда. Были периоды в жизни, когда я ходил в спортзал. Это когда я еще познавал себя. Я очень устаю от всяких вот этих вот нагрузок. У меня энергии в жизни и так мало. А еще и спортзал. То есть я не выхожу заряженным, я выхожу оттуда уставшим. Мне себя жаль, когда я вижу себя выходящим из спортзала. Но мне нравились спортзалы. Я ходил как-то почти 2 года или 3. Правда, 1 год я ходил с моим другом Максимом, который иной раз прогуливал и говорил одну и ту же мою любимую фразу: слушай, Андрей, просто нельзя резко начинать нагрузки, давай мы сегодня только в баньку сходим. Ну и а вот дальше уже пойдет. Мы целый год только в баню и ходили. Но физическую активность я люблю. Ходить пешком. Веришь ли ты в гороскопы? Мои любимые. Поскольку я водолей, а сейчас вообще эра водолеев, то мне, в общем-то, нравится читать о том, какой я прекрасный, и осознавать, что для этого ни черта не нужно. Но было удивительным, что когда ты кого-то встречаешь, и он на твою фразу, что ты водолей, отвечает: водолей. В прежние годы я из дома не выходил, чтобы в газете не прочитать что-нибудь для разных знаков зодиака. Во что-то верю, конечно. Говорят, это знание приносит правду, даже когда в это не веришь. Ты крещеный? Видимо, люди смотрят на мое поведение и задумываются об этом. Я крещеный. Когда это еще было под запретом, меня крестили. Для меня в какой-то момент все это православие и так далее имело какое-то значение. Наверное, это от того, что когда меня крестили, был еще Советский Союз, и вот эти вот люди в рясах, шагающие по Кремлю, на протесте, я был. Пока все это было протестно, я это любил, а потом забыл и вычеркнул из своей жизни. За какой поступок в детстве тебе до сих пор стыдно?
Ладно. Ну, в детстве все, ну как все, многие страдают разного рода клептоманией, когда надо что-нибудь прибрать к рукам. Так вот, живя лето на даче, мы с моим другом Николаем отправились в магазин за хлебом в деревню. Ну, были такие периоды в жизни, что за 5 километров нужно было ездить в магазин за хлебом. Причем хлеб это как бы не просто ты пришел и купил, а его в определенный момент привозят и быстренько разбирают, так что еще может не достаться. Вот приехали мы в какое-то сельпо, или не знаю как, если это не село, а деревня, Дерпо. Привезли хлеб, разложили его, и тут мой товарищ хватит батон с полки и дает его мне. Ну, как дает, и я, как дурак, засовываю этот батон себе в рюкзак. Вернулись мы обратно уже с припасами и с этим батоном. Я ему говорю, ну, ты соучастник мой, подельник, забирай батон, на кой черт он мне нужен? На что он говорит, нет, как бы это твой батон. Я неудумевая, ощущая себя грабителем века, приехал к себе на дачу и швырнул этот батон куда-то там под дом. И каждый год, приезжая на дачу, я думал, что меня раскроют, что залезут под дом, найдут этот заплесневевший батон и его предъявят. Так что, да, стыдненько до сих пор. Не воруйте батоны. Ты ругаешься матом? О, да, детка. Я много ругаюсь матом, иногда даже говорю. Причина проста. Когда хочется добавить эмоций, то я их прям не скуплюсь и добавляю. Всем рекомендую. Не говорю в последнее время мат в эфире и не пишу по нескольким причинам. Когда-то мне казалось, что это могут прочитать дети или увидеть дети, а учитывая, что мои stories смотрит и мой несовершеннолетний сын, я решил, что попробую убрать перчинки и через какое-то время придумаю какие-нибудь слова, которые помогут все понять. Когда наступит конец света? Придется начать говорить мат в эфире. Я очень верил и надеялся, что конец света наступит в начале 90-х. Все к тому шло. Причем предсказывали его регулярно. И да, тогда я верил, каждый раз готовился. Ну и мне бы, наверное, стоило все промотать перед этим днем. То есть, ну, чтобы уж гулять как последний день. Ну, проблема была в том, что мне ничего не было. И нечего было проматывать. Ну, примерно как оставить в наследство. Так что, я не знаю. Ну, когда-нибудь настанет. Кстати, удивительно, что в истории очень много падающих метеоритов, которые меняли что-то на Земле, а в последнее время что-то не очень. Точно так же, как глобально разрушительных вулканов. Где они все? Дремлют, просыпайтесь. Самый любимый сериал в детстве. Не Элен и не ребята. Самый любимый сериал в детстве – это Альф. С ним я провел лучшие дни. Ну, потому что, во-первых, он формирует прекрасное чувство юмора и вообще заряжает семейной добротой. Кто-то хотел домашнюю обезьянку, а я хотел домашнего инопланетянина. Да и сейчас, честно говоря, подумываю о том, чтобы завести. Самая сексуальная часть женского гардероба. Как мы от альфа-то перешли к омеге. Ну, здесь, в общем-то, гадать особо не нужно по моей версии, по моим ощущениям. Самая сексуальная часть женского гардероба – это, конечно же, чулочки. Не знаю почему. С этим и живу. Понял, нет? На этом все.
ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте звонить в колокольчик.